Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу стильную функциональную сумку, которая послужит прекрасным решением на демисезон или модным летним шопером. Сумочка необычной формы, вяжется легко и просто, без сложных схем и расчетов. Видеоурок очень подробный и понятный, на всех мелочах заостряю внимание. Вяжется изделие из двух одинаковых деталей, которые впоследствии сшиваются. Далее вывязывается полая ручка и вточное дно. На моем канале уже есть похожий видеоурок «Сумка меньшего размера из более толстой пряжи». Схема добавлений у этих изделий отличается. Также иначе вяжется донышко и ручка. Ссылку на это видео также прикрепляю в описании под этот ролик. Выберите для себя более удобную модель. А мое готовое изделие имеет универсальные базовые размеры. Очень вместительное и функциональное. 34 см ширина, эффективная глубина 26 см, общая высота сумки 49 см. На изделие у меня ушло всего 330 грамм пряжи. Оно не требует вшивания подклады. Очень удобное и функциональное. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Перейдем к работе. Я использую крючок 3 мм. Приготовила ножницы, маркеры, сантиметровую ленту. Вязать буду пряжей Карамель Baby. У меня цвет алый. 2-миллиметровый полиэфирный шнур, 200 метрах 150 грамм. Как обычно, ссылку и свою скидку на приобретение необходимых материалов и инструментов оставляю в описании под этим роликом. Набрасываю нить на крючок и формирую первую петлю. Далее мне потребуется цепочка из 35 воздушных петель. Набором начальных петель закладывается глубина сумки. У меня это около 19 сантиметров. Общая эффективная глубина будет плюс 3-4 сантиметра. Заложите эти сантиметры на запас. Теперь я пропускаю последнюю точку, переворачиваю косу из воздушных петель и во вторую точку в заднюю перемычку ввожу крючок, провязывая столбик без накида. Так в каждую следующую точку провязываю один столбик до начала ряда, начала моей цепочки из воздушных петель. Последнюю точку провязываю сразу 3 столбика. Первый, второй и третий. Таким образом повернула на противоположную сторону. Теперь буду вставлять крючок за обе дужки кромочной косы. Хвостик начала ввязываю в полотно. Здесь точно так же в каждую точку один столбик без накида. Вяжу до последней точки. У меня последняя точка, и это последний столбик ряда. Я не перехожу на круговое вязание, а провязываю петлю подъема и переворачиваю полотном. Здесь каждый раз на повороте провязываю добавление. В центральную точку поворота буду провязывать 3 столбика без накида. Каждый следующий ряд провязываю одинаково за заднюю полупетлю. Столбик без накида. Снова задняя полупетля и столбик. Сейчас провязываю столбики до маркера. Как и намечала, маркированную точку провязываю 3 столбика. Первый, второй, третий. Сразу можно маркировать центральную точку на будущий ряд. Она приходится между первым и вторым столбиком, провязанным в одну точку. Завершаю ряд. Так мне нужно провязать в общей сложности 3 ряда, делая добавки
только в вершине поворота. У меня провязано 3 ряда, и теперь я буду делать дополнительные добавления в каждом 4-м ряду. Сейчас 4-й, далее 8-й, 12-й, 16-й, 20-й и так дальше. Первые добавки в 4-м ряду я делаю, отсчитывая 1, 2, 3 точки с каждой стороны от центральной. 1, 2, 3 и в 4-ю вставляю маркер. В эти точки провяжу по 2 столбика. У меня уже провязана петля подъема. Вяжу до маркера. Первый маркер, удаляю его и в эту точку провязываю 2 столбика за заднюю полупетлю. Первый, второй. Далее можно вернуть маркер, чтобы отчетливо видеть, где была сделана добавка, так как следующее такое добавление будет в следующем 4-м ряду. Вяжу до следующего маркера. Это маркер вершины поворота. В него, как и ранее, делаю 2 добавления, провязывая 3 столбика в одну точку. Готово. Сразу маркирую на следующий ряд. И следующий маркер тоже 2 столбика в маркированную точку. Удаляю маркер. За заднюю полупетлю первый столбик, второй. Возвращаю маркер в этот ряд. Завершаю ряд и провязываю еще 3 ряда, делая добавки только в вершине. Я провязала 3 ряда от боковых добавлений. В общей сложности у меня сейчас 7 рядов. И в этом ряду, он 8-й, я маркирую точки для боковых добавлений. Каждый раз добавляю по 4 петли. Здесь у меня отступ был 3 петли. Делаю в 7. Далее 11, 15. Отсчитываю от центра 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю ставлю маркер. Здесь будет провязано 2 столбика в одну точку. С этой стороны то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-ю маркирую. Вяжу 8-й ряд, делая добавление в этой точке, в этой и в этой. Потом снова 3 ряда с добавлением только в вершине. И так далее, пока не довяжу до добавок. Расстояние от центра 15 точек. У меня провязано 16 рядов, хорошо видны добавления, которые я делала раз в 4 ряда. Они заложили углы. Далее я провяжу еще примерно 16 рядов, раз в 4 ряда добавления сохранятся, но я буду делать их над предыдущими добавлениями. Не буду углубляться в расчеты с одной либо с другой стороны, а буду их примерно делать в этой же точке. Возможно, немножко смещать к вершине. Уже проглядывается форма изделия. Здесь вырастет ручка. Это эффективная глубина. Как я и говорила, она будет немножко больше начального набора петель, так как сдвигается к ручке. Я продолжаю вязать ряд за рядом по уже намеченной схеме. У меня начался 32 ряд, и в этом ряду будет последнее добавление на боковинах. Я уже вставила маркер в эту точку. Если просчитать петли от начала ряда, это 39-я петля. Обратите внимание, как шли добавки практически одна над другой. Последние 16 рядов.
сантиметрах это глубина сумки, около 23 сантиметров. Делаю добавление с одной стороны и точно так же с противоположной. На вершине добавки у меня в каждом ряду. Завершаю последний ряд. Намеченное количество рядов готово. На данном этапе заготовка по нижней части основания 37 сантиметров. Высота до верхней точки ручки 40 сантиметров. Складываю сумочку так, как она должна и быть. Сейчас я удалю маркеры и свяжу точно такую же вторую половину. Здесь прерываю нить для того, чтобы запаса нити хватило проложить шов от маркера до основания. Со всех сторон от основания у меня маркирована точка добавления. Это 39 петля по моей пряже и размерности. Я вытянула окончание нити, которая укоротилась с запасом. И с помощью этой нити прокладываю швы с одной и с другой стороны. Крючок вставляю в полупетли здесь и аналогичная петля здесь. Подтягиваю рабочую нить, подхватываю ее. Готово. Далее с одной, с другой стороны и провязываю соединительный стежок. Так до маркированных точек. У меня последний стежок. Удаляю маркеры, вставляю крючок в одну вторую петлю и вытягиваю нить. Здесь можно также сделать имитацию еще одного стежка, подхватив полупетли. Увожу нить туда и возвращаю в исходную точку предыдущего стежка. Готово. Далее можно спрятать на изнанке. Теперь переворачиваю изделие и делаю точно такой же шов с другой стороны. Теперь перехожу к вывязыванию ручки. Здесь намечаю центральные петли. Ручку можно сделать потолще, либо потоньше. Я для себя определила 7 петель. Ввожу крючок в первую и формирую первый столбик. Край начала сразу пускаю, ввязываю в полотно. Далее за обе дужки кромочной косы следующая петля, столбик без накида. Третья, четвертая, пятая, шестая и последняя, седьмая. Готово. Это толщина моей ручки. Теперь складываю пополам лицевыми петлями наружу и начинаю вязать по кругу, по спирали без соединения рядов. Нахожу первую кромочную косу и вставляю крючок также за обе дужки. Следующий столбик. Каждый следующий аналогично. Получится полая трубчатая ручка. Этой длины мне достаточно. Здесь порядка 16 сантиметров. Имейте в виду, что ручка еще немножко растянется. Я вытягиваю петлю. Здесь с помощью иглы вшиваю петлями туда-обратно в те же самые 7 намеченных петель. Смотрю, чтобы ручка не была перекрученной. И первая петля у меня здесь. Протягиваю нить. Хорошенько притягиваю ручку. Следующий стежок. И следующая петля. Снова за обе дужки кромочной косы каждый раз вставляя иглу снизу вверх.
7 петель подхвачены. Здесь можно создать узелок и увести край остаток нити в ручку или в полотно сумки. Если длина позволит, можно даже вывести ее с другой стороны и там также создать узелок. Готово. Перехожу к донышку. Дно сумки я буду вязать тем же самым узором, что и основное полотно. Здесь от боковых центральных частей, вот он шов набора, я отсчитала одинаковое количество рядов по парам. 1, 2, 3, 4. Вставила маркер. От этой стороны шва тоже 1, 2, 3, 4. Вставила маркер. Толщина донышка здесь и здесь одинаковая. Теперь беру крючок и ввожу новую нить. Вставляю крючок в маркированную точку, подхватываю нить, создаю первую петлю. Далее буду вставлять поочередно в каждый ряд. Напротив каждого ряда вывожу петлю. Так как ряды у меня в разные стороны повернуты, первый раз я вставляю крючок в ребрышко, второй раз в углубление ряда. Продолжаю до следующего маркера. Мне необходимо набрать количество петель, равное количеству рядов, из которых я их набираю. Последний столбик донышка приходится на маркированную точку. Теперь удаляю маркер. Также в конце каждого ряда буду привязываться к той боковине, которую я отделила в самом начале. Вставляю крючок в вершину ребра и протягиваю соединительную. Теперь петля подъема, переворачиваю вязание, вяжу обратный ряд в заднюю полупетлю. Здесь у меня заканчивается второй ряд донышка. Удаляю маркер, провязываю последний столбик в эту точку и точно так же закрепляю соединительной вершину ребра. Но вершина ребра у меня по лицевой стороне. Петля подъема, переворачиваю вязание и продолжаю в заднюю полупетлю. Ряд за рядом, закрепляясь каждый раз в вершину ребра с этой стороны, пока не дойду до маркера. Снова конец ряда, последняя петля и соединительная петля в следующую точку. Это ребро двух рядов. Один ряд, второй ряд, вот между ними образуется вот такое ребро. В прошлый раз я в эту точку вставляла крючок, в этот раз в эту. Соединительная. Петля подъема, вяжу обратно. С одной из сторон я уже дошла до маркера. Вот следующая точка – это маркер. Здесь последняя точка, в которую я провязываю соединительную и делаю петлю подъема. Все, следующая точка тоже маркер. Вот такое донышко у меня получилось. Оно сразу уже вшито и образуется аккуратный шов и ровное изделие. Здесь можно проложить соединительный шов по изнанке, но так как я хочу, чтобы шов по всему периметру был одинаковый, я проложу соединительные по лицу и продолжу по периметру до точки начала. Удаляю маркер. Сначала я вставляю крючок в первую петлю здесь, далее подхватываю ранее маркированную с этой стороны и провязываю соединительную. Так дальше. Полупетля с одной стороны и точка с другой стороны.
Здесь также чередую вершина ребра, углубление, вершина ребра, углубление. В каждый ряд должен войти крючок для сшивания. Так прокладываю петельки до следующего маркера. Завершающие стежки. Соединительные. Здесь угловая точка последняя. С нее я вытащила маркер. И перехожу на боковую часть. Здесь также прокладываю соединительные, чтобы по всему периметру был одинаковый шов между донышком и стенками сумки. Моя сумка готова. Прекрасный вариант как для демисезонной носки, так и как пляжный городской шопер. Размеры изделия по дну 32 см на 7 см ширины. Эффективная глубина изделия 26 см, общие размеры 48 см. Ширина сумки 34-35 см. Изделие необычное и очень практичное. Прекрасно будет смотреться из любой пряжи и цвета. Не потребуется вшивание подкладки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!